Лет 5 тому назад я написал текст под названием «Эмиграция– это свинство». Текст широко разошелся по соцсетям, пылало буквально пол Фейсбука. И какими только проклятиями не осыпала меня обиженная эмигрантская общественность. В общем, все как я люблю. Ныне я не только истосковался по проклятиям, но также глядя на все новые печальные события, понимая, что тема снова актуальна, и что в том тексте я был абсолютно прав. Так что встречайте новую критику иммиграции. Версию расширенную, дополненную и еще более горючую. Сегодня мы поговорим о том, почему иммиграция вредна для общества, разберемся, по какой причине иммигранты зачастую теряют человеческий облик, и особенно российские иммигранты, а также почему уехавший оставшегося не разумеет, примерно как не разумеет сытый голодного. И само собой перемоем косточки вильнюсским дедам и тбилисским тусовщикам. Но перед этим у вас есть уникальная возможность выразить собственное мнение по вопросу иммиграции. Если вы считаете, что мне стоит уехать, подписывайтесь на Patreon по ссылке в описании. Если считаете, что мне стоит остаться, подписывайтесь на Boosty. Ну или наоборот, какая в сущности разница. А если еще не определились со своим мнением, то просто присылайте криптовалюту. Все ссылки там же. Прежде чем перемывать кости вильнюсским дедам и тбилисским тусовщикам, поговорим о теории и набросим густой научной базы. Надо держать марку интеллектуального канала, как-никак. Что есть иммиграция для общества? Благо или вред? Вокруг этой темы сломано много копий, но обсуждают, как правило, страны, принимающие иммигрантов. О чем говорят гораздо реже, так это о воздействии иммиграции на те страны, откуда уезжают. Но здесь порою можно встретить рассуждение о том, что иммиграция – это голосование ногами. Дескать, отток людского ресурса может заставить правительство задуматься, как сделать страну более привлекательной. Здесь применяется такая стандартная экономическая логика. Дескать, если от фирмы уходит клиент, она либо делает выводы, либо исчезает. Книга экономиста Альберта Хиршмана «Выход, голос и верность» как раз посвящена критике подобных стандартных заблуждений. Выход там – это упомянутый уже уход к конкурентам. Аналогией в политике является голосование за другую партию или отъезд в другую страну. Голос – это метод прямого воздействия. Скажем, если вы пишете гневное письмо в поддержку. Аналогия в политике тоже ясна – это протестная активность. Хиршман утверждает, что применение одной только стратегии выхода может быть недостаточным даже в экономике. Бывает так, что клиенты по кругу гоняются за новой продукцией, пребывая в иллюзии, будто за забором трава зеленее. Однако всюду получают продукцию примерно одного качества. При этом фирмы не испытывают стимулов к улучшению, так как в этой круговой беготне клиентуры каждый остается примерно при своем. Поэтому опция «голос» бывает необходима для обратной связи даже в экономике. Что же говорить о политике? Я полагаю, что правительства могут не обращать внимания на отток населения по самым разным причинам. Например, в расчете компенсировать этот отток мигрантами или рождением новых граждан. Бывает так, что население для них и вовсе не является основным источником дохода. Есть нефтегаз или еще какое-нибудь ресурсное проклятие. Следовательно, повлиять на такое правительство можно только при помощи голоса. Однако, продолжая аналогию, люди менее склонны писать гневные письма в поддержку, когда знают, что могут легко сменить поставщика услуг. Точно так же и в политике. Чем легче выбрать выход и переехать в другую страну, тем меньше мотивации выбирать голос и протестовать. Особенно если эта служба поддержки устроена так, что может настучать по башке. Но если фирмы в отсутствии стимулов и обратной связи просто деградируют, то для государства сохранение статус-кво – это зачастую сама цель существования. Поэтому государству выгодно, чтобы наиболее активные люди выбирали выход и не мутили своим голосом в воду. За исключением экстренных случаев, вроде войны, границу стоит держать открытой. Пока граница открыта, диктатура может спать спокойно. Так у нас есть гипотеза. Миграция способствует усилению авторитаризма. Как ее проверить? Давайте посмотрим на график, отражающий количество демократий в мире за последние пару сотен лет. На протяжении 19 века он идет ровно. Количество демократий постепенно растет вместе с ростом благосостояния. Однако в 20 веке график начинает скакать то вверх, то вниз.
Демократизация идет волнами, которые сменяются откатами. Причин здесь может быть много. Это и падение старых империй, и мировые войны. Но может быть еще одна веская причина. Иммиграция стала проще. В 19 столетии, конечно, тоже были переселенцы, однако их было меньше, так как сам по себе переезд был более трудозатратным. Массово люди бежали от совсем уж катастрофических событий, вроде голода в Ирландии. Но если вас не прельщала перспектива жизни в колонии, в окружении малярийных комаров и злых аборигенов, а порядки на родине вас тоже не устраивали, то вам оставался только голос, протесты, бунты, революции. Тиранам прошлого при этом приходилось нелегко. Дабы подавлять недовольство, требовалось либо устраивать кровавую баню, либо идти на уступки. Зато сегодня все проще. Достаточно показательно наказать сотню-другую смутьянов и не закрывать при этом границу. Тысячи других потенциальных бунтовщиков сами избавят тирана от своего присутствия. Возможно, в том числе поэтому в мире сегодня осталось мало режимов, практикующих массовые репрессии, закрытие границ и прочий лагерный подход. Проблема усугубляется тем, что сегодня можно не только эмигрировать, но и попросту жить на две страны. Одна нога там, другая здесь. Именно так и поступают элиты во многих нынешних авторитарных странах. Раньше двигателем социальных изменений были не только униженные и оскорбленные, но и сами элиты. Аристократия, военные, чиновники, буржуазия. Все они ломали хребет старому порядку. Почему? Потому что многие общие блага не купишь за деньги. Элитариям приходится хранить средства в тех же банках, обращаться в те же суды, ходить по тем же улицам. И если всюду произвол, то элитарий волей-неволей захочет прогресса. Но сегодня мир стал глобальным. Элиты получили возможность рассматривать свои родные страны в качестве этаких угодий, откуда можно черпать ресурсы. А вот благо при этом можно получать в других странах. Банки в Швейцарии, независимые суды в Лондоне, где судились Березовский с Абрамовичем. Безопасные улицы вам предоставят многие страны Европы, и качественное образование своим детям можно обеспечить там же. Когда-то Патрик Генри, один из деятелей американской революции, закончил речь знаменитой фразой «Дайте мне свободу» или «Дайте мне смерть». Сегодня альтернатива звучит как «Дайте мне свободу» или «Дайте мне визу». Самые активные представители угнетенных имеют возможность свалить, угнетатели имеют возможность скачать ресурсы в своей стране и тратить при этом в чужой. Даже сама гипотетическая возможность отъезда дает оправдание для бездействия. Чего мне идти на площадь, если станет совсем плохо, просто уеду. Она дает оправдание для сделок с совестью. Сколько людей оправдывали свою работу на режим желанием подзаработать и свалить, или стремлением отправить за границу хотя бы детей. Стимулы были бы иными, если бы детям было суждено жить в стране, где их может приехать важный господин с синей мигалкой. Но сейчас проще свалить туда, где таких господ извели еще в 18 веке. Так в обществе попросту не остается групп, заинтересованных в изменениях, и тем более готовых ради них идти на риск. Хиршман также пишет, что склонность выбирать выход вместо голоса может формировать долговременную политическую культуру. И приводит в пример США, которые изначально формировались людьми, выбравшими опцию выход. Кто не хотел бороться с феодальными порядками в Старом Свете, тот бежал в Новый. С этим может быть связан некоторый американский конформизм, который отмечал еще Алексис де Токвиль. Американцу часто проще переехать в другой штат, нежели требовать чего-то от своего. Хиршман пишет, что результатом стал крайний американский индивидуализм. Типичное американское представление об успехе подразумевает, что вы с семьей перемещаетесь из менее успешной группы в более успешную, переезжаете из плохого района в хороший. Тогда как подход, подразумевающий групповое повышение статуса, там редкость. Что же это все до боли напоминает? Нашу российскую историю, как она описана, скажем, в книге «Внутренняя колонизация» Александра Эткинда. Мы, русские, бежали на протяжении веков. Бежали в казаки и старообрядцы, бежали за Урал и в Сибирь, бежали от крепостничества и рекрутского набора, бежали от коллективизации и репрессий, бежали от власти имперской и от власти советской. В итоге наше представление об успехе тоже крайне индивидуалистическое.
Вырваться из глубинки, сменить круг общения, переехать в Москву или Питер, а еще лучше куда-нибудь подальше от родных границ и березок. Только наше вековое бегство, в отличие от американского, приводило лишь к усилению центральной власти. К тому же оно ведет и сегодня. Обратной стороной беготни является атомизация и неспособность к совместному действию. В общем, следует называть вещи своими именами. Эмиграция – это не голосование ногами и не лишение режима ценных ресурсов. Это бегство. Смешно и нелепо выглядят попытки объявить эмиграцию чем-то общественно полезным. Поверьте, бюджет уж как-нибудь переживет отсутствие 3 копеек ваших налогов, а товарищ военком найдет, кого поставить под ружье вместо вас. На протяжении многих лет государство только радовалось вашему отъезду. Ведь открытые границы работают как свисток, позволяющий выпустить пар из котла, который бы взорвался в противном случае. На этом научную часть, пожалуй, закончим и перейдем к перемыванию тбилисских косточек. Поговорим о том, насколько плачевно иммиграция влияет на наших соотечественников. Поросенок Петр. Персонаж детских книг Людмилы Петрушевской, который еще в далекие нулевые каким-то образом превратился в символ российского эмигранта. Поросенок Петр сваливает из сраной рашки, позаимствовав сраный трактор. Поросенок Петр за смекалку и доблесть воспет в балладах, стихах и мемах. Среди этих мемов есть один особенно хороший. Вот Петр радостно пересекает границу, селится в квартиру с видом на Эйфелеву башню, но затем ему становится скучно. И вот уже в квартире висит красное знамя и портрет товарища Сталина, на полу стоит грозный танчик, а сам Петр нависает над клавиатурой. Вероятно, храбро сражается на виртуальных полях с русофобами, антисоветчиками и прочими врагами Родины. Действительно, их таких много. Тех, кто, дорвавшись до комфортной западной жизни, сделали вид, будто забыли, от чего они, собственно, бежали. Они радостно впитывают российскую пропаганду и гордятся тем, как Путин поднимает Россию с колен, схватив железной схваткой за загривок. Встречая в социальных сетях поклонника массовых репрессий и яростного ненавистника пятой колонны, давно уже не удивляешься, увидев в профиле «Торонто, Канада». Благополучной жизнью можно наслаждаться в странах вероятного противника, а вот приятное чувство национальной гордости получать в качестве удаленных инъекций от бывшей родины. Позиция удобная, главное при этом не проверять самостоятельно, как же похорошела Москва при Сергее Семеновиче Собянине. Однако у поросенка Петра есть еще один вариант эволюции. В комнате все так же появляется грозный танчик, только теперь это Абрамс. А флаг на стене — это флаг ЕС, США, НАТО или что там ассоциируется у эмигранта с абстрактным свободным миром. Петр снова ведет ярую сетевую борьбу, только теперь она направлена на разоблачение рабского менталитета бывших соотечественников, их орочьей сущности и звериного оскала. Если первая разновидность впитывает нарратив кремлевской пропаганды, то вторая разновидность тщательно отбирает все дурные вести с бывшей родины, непременно прибавляя свое занудное «я же говорил». А любые попытки борьбы встречает глухой стеной фатализма. У вас ничего не получится, этот народ неисправим. Сегодня астрологи объявили рост такой популяции. Это и новоиспеченные тбилисские тусовщики, напропалую ругающие русню, и новоявленные эксперты по российскому фашизму, еще недавно сами работавшие на этот фашизм, и всякие форумы беглых политических импотентов, обещающих деколонизировать Россию на 100 республик, только дайте еще грант на покушать. Каким бы путем ни пошел поросенок Петр, лоялизма или фатализма, на выходе получается большая увесистая свинья, которая в избытке производит ту субстанцию, что обычно производят свиньи. Почему так происходит? Как-то я ссылался на философа Алэсдера Макинтайра, современного сторонника этики добродетели. По его мнению, для того, чтобы быть нравственными людьми, нам крайне важны социальные связи и взаимоотношения. Важно сообщество, в котором мы укоренены. Предполагаю, что в ходе иммиграции, особенно экстренной, человек испытывает шок. Его вырвали из сообщества и оборвали привычные социальные связи. Шок этот не просто психологический, а своего рода нравственный, потеря ориентиров. Интернет и иммигрантские тусовки, по всей видимости, этого не компенсируют.
Оказавшись вне сообщества, человек пытается уцепиться за что-то, что вновь даст ему чувство сопричастности, и цепляется за симулякр. Либо за образ величия, который транслирует пропаганда, либо наоборот, за отрицание своей идентичности, которая дает ощущение принадлежности к европейцам, свободному миру и тому подобному. Здесь можно возразить, а как же другие народы, раскинутые по миру? Действительно, на свете есть множество народов, которые имеют культурные, религиозные, этнические формы идентичности, и они помогают им выживать на чужбине, не теряя головы. И здесь есть наша, сугубо русская проблема. В ролике, посвященном русскому национализму, я рассказывал, что у русских нет этнонациональной культуры, как, скажем, у ирландцев или украинцев. Наша идентичность – это День Победы и прочие символы имперского величия. Имея такую точку сборки и переживая отчуждение на чужбине, мы оказываемся перед выбором – строить свою идентичность либо на возвеличивании этих символов, либо на столь же яростном их отрицании. И так получается потому, что мы впрямь имперский народ. Просто имперство заключается не только в стремлении захапать чужие территории, это лишь поверхностное его проявление, а более глубокое – это космополитизм. Дело в том, что любая империя позиционирует себя как носительницу универсальных ценностей, которые противостоят отклонению или варварству. Поэтому, когда империя в расцвете, имперские народы не ощущают себя принадлежащими к некой специфической людской группе, отличающейся от других. Они ощущают себя центром мира, гражданами космоса или образцовыми представителями цивилизации. Так был устроен Пакс Романа и его многочисленные исторические подражатели. И даже те национальные государства, что имеют склонность к имперским амбициям. Когда-то французы несли на штыках ценности Великой Французской революции, которые они полагали универсальными для всех. Американцы также обладают своей версией имперского экспансионизма, Manifest Destiny и прочий сияющий град на холме. Обратной стороной является то, что когда империя перестает олицетворять собой все цивилизованное, доброе и светлое, имперские народы легко отзывают свою лояльность империи. Это снова роднит нас с американцами, которые могут с готовностью публично сжечь американский флаг, если им что-то не нравится в политике родного государства. Именно в силу того, что мы являемся имперцами-космополитами, мы легко пускаемся в самоотрицание. Однако за этим неизбежно следуют попытки найти новые символы, которые будут ассоциироваться у нас со всем цивилизованным, добрым и светлым. Примерно этим и занимается российская либеральная интеллигенция, которая пускается в самобичевание. Отрицая имперство в его примитивном захватническом виде, они оказываются поражены имперским космополитизмом и пытаются собрать себе новую универсальную идентичность в виде абстрактных граждан свободного мира или чего-то подобного. И еще очень удивляются, когда обнаруживают, что тот самый свободный мир во многом состоит из национальных сообществ, где далеко не все рады видеть у себя таких гостей. В общем, иммиграция – это тяжелое испытание не только для кошелька, но также для разума и для совести. И особенно это актуально для нас, русских. Нам с нашей имперской прошивкой приходится прикладывать двойные усилия для того, чтобы оставаться собой, а то и просто сохранять человеческий облик, не превращаясь в свинью. Однако даже те, кто сумел сохранить в эмиграции человеческий облик, столкнутся с еще одной проблемой – пропастью между ними и теми, кто остался. Что объединяет людей в сообщество? Язык, символы, культура, но также и общий пережитый опыт. Порой он оказывается настолько различным, что люди распадаются на разные сообщества. Скажем, опыт жителя Северной Кореи сегодня настолько сильно отличается от опыта жителя Кореи Южной, что воссоединение, если оно случится, будет трудным и травматичным процессом. Русские, когда-то оставшиеся в СССР, и русские, сбежавшие от советской власти, не особенно отличались. Но затем одни пережили коллективизацию, репрессии и обладали уже совсем иным опытом. Нечто подобное, похоже, происходит и сейчас. Россия делится почкованием. Как выразился один мой приятель, на Россию воевавшую и Россию заставшую. Под Россией воевавшие здесь подразумеваются не только те, кто отправился на фронт, а вообще все те, кто предпочел остаться в России, чтобы протестовать и бороться,
и все те, кто решил просто остаться, чтобы пережить творящийся ужас вместе со своим народом. Россию заставшую тоже не следует воспринимать буквально. Многие мигранты продолжают активно участвовать в российской жизни через сеть различных общественно полезных проектов. Это также не значит, что одна Россия оказалась смелая, а другая малодушная. Среди тех, кто остался, хватает тех, кто сбежал бы, будь у них такая возможность. А среди уехавших тех, кто честно пытался бороться до последнего. Но тем не менее, дело идет к тому, что здесь будет проходить водораздел, ведь оставшиеся и уехавшие будут иметь различный опыт и будут смотреть друг на друга как две разные расы, причем каждая будет уверена в собственном превосходстве. Для разных людей этот водораздел будет иметь разные последствия. Скажем, для журналистов отъезд сегодня является профессиональной необходимостью. Лучшие оппозиционные российские СМИ и дня бы не проработали, если бы их редакции располагались в России. Поэтому едва ли кто-то будет пенять журналистам на отъезд. А вот, скажем, с политиками совсем другая история. Нынче для них пришло одновременно и самое страшное, и самое многообещающее время. Ведь какой ресурс в политике является самым ценным? Этот ресурс называется доверие. Самое сложное для публики – это определить, можно ли доверять тому или иному политику. И многие сигналы в политике служат сугубо для этой цели – выявления оппортуниста, даже самые далекие от профессиональной деятельности. Скажем, поймали политика с любовницей. Разве это не их частное дело? Нет. Соврал жене, соврет и стране. В благополучных западных странах политики идут на самые разные ухищрения, чтобы доказать публике свою искренность. Но у них нет того стопроцентного способа, который сегодня есть у нас. Возможности всерьез пострадать за свои убеждения. Отправившись в тюрьму, есть шанс повторить судьбу Манделы, а есть шанс сгинуть в туберкулезном бараке. Такая вероятность делает политику занятием непривлекательным для жулика-оппортуниста. Тот скорее предпочтет переждать кризис безопасности. Разумеется, готовность идти на жертвы сама по себе не делает хорошими чьи-то убеждения. На жертвы могут идти и коммунисты с нацистами. Однако она формирует дорогостоящий сигнал, который доказывает, что такой человек, по крайней мере, сам относится к своим убеждениям со всей серьезностью. Политические риски в России начали расти давно, а сегодня окончательно можно сказать, что российские оппозиционные политики поделились на тех, кто прошел тяжелую проверку, и на тех, кто ее не прошел. На тех, кто остался, в том числе отправившись в лагеря и тюрьмы, и на тех, кто предпочел свалить. Нельзя сказать, чтобы у последних совсем не было никакого политического будущего в России, однако им уже никогда не достичь того морального статуса, который имеют первые. Потому что, как там было у классика, «И проклянут свою судьбу дворяне, что в этот день не с нами, а в кровати, и язык прикусят, лишь заговорит соратник наш в бою в Креспинов день». Поэтому даже немного жаль наблюдать, как беглые вильнюсские деды делят шкуру неубитого медведя постпутинской России на своих заграничных междусобойчиках. Они, видимо, искренне думают, будто стоит кровавому режиму пасть, так они сойдут с трапа самолета, а ликующий народ на руках занесет их прямо в Кремль. В реальности же не будет ничего подобного. В прекрасной России будущего будут ценить в первую очередь тех, с кем можно разделить воспоминания об ужасной России прошлого. И не воспоминания о тбилисских тусовках, ереванских пьянках и таллинских скандалах. Итак, к этому моменту, я надеюсь, все же разбомбило до состояния лунного ландшафта. Поэтому пришло время закругляться и оправдываться. Во-первых, я не думаю, что все российские иммигранты обязательно делятся на два описанных свинотипа. Более того, я искренне надеюсь, что это лишь малая часть, которая оказывается на слуху по принципу «мал клоп да вонюч», тогда как множество нормальных людей просто привлекают меньше внимания, как это обычно и бывает с нормальными людьми. Во-вторых, уточню, что я никого не осуждаю за само решение уехать. Спасать себя и свою семью – это самое базовое человеческое право, которое только можно представить. Нельзя осуждать тех, кто уехал, опасаясь за свою жизнь и свободу, да и всех тех, кто просто уехал. Право искать счастье и благополучие почти столь же священно. И я отнюдь не гарантирую, что сам не решу завести чертов трактор. Особенно если вы подпишетесь на донаты по ссылкам в описании.
Однако, хоть я и желаю благополучия всем уехавшим, но полагаю, что многим стоит рефлексировать побольше и учитывать все, что было сказано выше, дабы не терять человеческий облик и не тешить себя разнообразными наивными иллюзиями. На уровне политической теории важно помнить, что здоровое общество не может функционировать без опции «голос», а на уровне личном помнить, что в бегстве нет ничего принципиально постыдного, ну и никакой доблести в нем тем более нет.